Перевод. Чтобы подтвердить слова своего слуги, Прабхупада Махараджа, доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонии зала собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный невидимый облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. Комментарий. Когда же Хираньякашипу спросил Прохладу, где же твой Господь? Есть ли он в этой колонии? Тот бесстрашно ответил, да, мой Господь везде. Therefore, to convince Hiranyakashipu that the statement of Prahlad Maharaj was unmistakably true, the Lord appeared from the pillar. И теперь, чтобы убедить Хираньякашипу, что Махараджа Прохлада абсолютно прав, Господь появился из колонны. The Lord appeared as half lion and half man, so that Hiranyakashipu could not understand whether the great giant was a lion or a human being. Он предстал перед Хираньякашипу в образе человека-льва, и тот, глядя на это гигантское существо, не мог понять, лев перед ним или человек. To substantiate Prahlad's statement, the Lord proved that his devotee, as declared in Bhagavad-Gita, is never vanquished. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Господь подтвердил слова Махараджи Прохлады и доказал, что преданный Господа, как провозглашается в Бхагавад-Гите, никогда не погибнет. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Prahlad Maharaj's demoniac father had repeatedly threatened to kill Prahlad, but Prahlad was confident that he could not be killed since he was protected by the Supreme Lord. Демоничный отец много раз грозил Прохладе смертью, но Прохлада был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. By appearing from the pillar, the Lord encouraged his devotee, saying in effect, "Don't worry, I am present here." Появившись из колонны, Господь словно приободрил своего преданного. Не волнуйся, я здесь. By manifesting his form as Nrисимхадева, the Lord also preserved the truth of Lord Brahma's promise that Hiranyakashipu is not to be killed by any animal or any man. Кроме того, приняв облик Нрисимхадевы, он не нарушил слово Брахмы, обещавшего, что Хираньякашипу не будет убит ни человеком, ни животным. The Lord appeared in a form that could not be said to be fully a man or a lion. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. Сегодня очень благоприятный день явления Господа Нрисимхадевы. And it is auspicious because it was a day when the Lord manifested a very wonderful form and to display a very wonderful pastime in this world. И благоприятный день, потому что в этот день Господь явил свою удивительную форму, очень благоприятную форму и явил свои удивительные деяния в этом мире. And it also gives us an opportunity to hear, chant, and to remember that pastime. И также дает замечательную возможность слушать об этой удивительной игре Господа, повторять эту игру и помнить о ней. Because any activities that are in connection with the Lord and the descriptions and narrations of the pastimes of the Lord, they are understood to be transcendental. Потому что любые деяния, связанные с Господом, а также повествование и описание деяний Господа считаются трансцендентными. So the Lord manifests His pastimes in this world in order to give benefit to many future generations of devotees who are very eager to hear and to discuss and describe these pastimes. И Господь также своим явлением дарует благословение, благословит все другие поколения, преданных, будущие поколения, которые очень хотят слушать о Господе, памятовать об Его деяниях и обсуждать их между собой. They are not ordinary activities of an ordinary personality. Такие деяния нельзя сравнить с деянием обычного человека. Because whatever the Lord does is all good and is all perfect. Потому что любое деяние Господа все совершенно и приносит всем благо. And although it is said that actually the Lord has nothing to do, we describe what the activities of the Lord. Хотя говорится, что сам Господь не обязан делать что-либо, тем не менее мы обсуждаем деяния Господа. For the Supreme Lord, there's nothing for Him to do.
Потому что в этом стихе говорится, что Верховный Господь не обязан что-то делать. There's no one who is equal to him, or no one who is greater than him. Нет никого равного Господу, никого превосходящего в чем-либо. For everything is done very naturally and systematically through his multifarious potencies. Все его желания естественным образом осуществляются, совершенно осуществляются его разнообразными энергиями. So it sounds like it's very boring to be God. И из этого описания кажется, что быть Богом очень скучно делать. Doesn't it? So far, the way we've described it. So far, the way that we've described it. Так из этого описания, которое мы сейчас представили, яствует. There's nothing for him to do. Потому что ему нечего делать. If we have nothing to do, когда нам нечего делать, eventually we'll find something to do. Мы начнем искать что-то, чем-то заняться. It may not be auspicious. И найдем. И, может быть, это будет не очень благоприятно. It may not be beneficial for ourselves or for somebody else, but we'll find something to do. Эта деятельность может быть не благоприятна ни для нас, ни для других, но мы найдем какое-то занятие себе. But for the Supreme Lord, it's described that he has nothing he has to do. Но говорится, что Верховному Господу нет, для него нет какой-то деятельности обязательной к исполнению. Because he's independent. Потому что он независим. Because he's independent, he's not bound or doesn't have to do anything. Поскольку он независим, он не обязан заниматься чем-либо, не должен делать это. Because we're not independent, we find there's many things we have to do. Поскольку мы не являемся независимыми, у нас есть очень много обязанностей, которые нам приходится выполнять. And when we do the things we have to do, these activities cannot be described as transcendental. И когда нам приходится заниматься деятельностью, которой мы обязаны заниматься, такие виды деятельности сложно назвать трансцендентными. Because generally the things that we have to do are connected to maintaining the body. Потому что, как правило, деятельность, которой мы обязаны заниматься, связана так или иначе с поддержанием нашего тела. And taking care of so many necessities in connection with the body and connection with family and our work. И эта деятельность посвящена исполнению различных обязанностей, связанных с нашим телом, с нашей семьей и с нашей работой. Just like we oftentimes give the example, how the phrase is oftentimes used about necessities of life. Мы часто приводим этот пример, иногда люди говорят о потребности жизни, насущных потребностях. Everybody has to have the necessities of life. У каждого есть жизненные потребности. In order to live. И нужно исполнять эти потребности для того, чтобы продолжать жить. So there are certain necessities that we may evaluate as being more important or most important. И мы можем также оценивать эти различные потребности жизни с точки зрения их важности, насколько они жизненно необходимы для нас, более важные или менее важные. We need food. Например, нам нужно есть. We need water. Нужно пить. We need air. Нужно дышать. These are necessities. Вот эти вещи являются потребностями жизни. We need a place to live. Нам нужно место для жилья. Shelter. Нужно какое-то прибежище. It's a necessity of life, especially to endure the freezing cold. Это особенно актуально, когда наступают холода. Or to protect ourselves from the scorching heat. Чтобы защитить нас от холода или от испепеляющего зноя. So, generally, when we think in terms of things that we have to do, we think in terms of things that fulfill our need, our basic needs for life. Поэтому, когда речь заходит об обязанности, то мы связываем эти обязанности с какими-то фундаментальными потребностями нашей жизни. But actually, when one understands that life is more than simply this temporary physical body, но когда человек понимает, что жизнь не сводится к просто потребностям этого физического тела, then he also understands that necessities of life are more than just simply the necessities of maintaining life in this body. Когда такой человек понимает, что и потребности жизни также выходят за рамки осуществления потребностей жизни в материальном теле. We call them necessities of life. Мы называем их жизненными потребностями. But from a proper perspective, they're actually necessities of maintaining life in the body. Но с правильной точки зрения эти обязанности нужно было бы назвать потребностями по поддержанию жизни в материальном теле. If we don't have these necessities,
then the body will expire untimely. Если мы не будем осуществлять эти потребности жизни в материальном теле, то материальное тело рано или поздно погибнет безвременно. So we're very much caught up in fulfilling the basic necessities for maintaining life in the body. И поэтому мы вынуждены заниматься удовлетворением этих потребностей, поддерживая жизнь в материальном теле. But because life exists beyond the body, it has its own necessity. Но поскольку жизнь существует независимо от тела, в жизни есть свои собственные потребности. What is the necessity of life? Так в чем же нуждается жизнь? And not the necessity of maintaining life in the body. И чем это отличается от поддержания жизни в материальном теле? The necessity of life is to establish our connection with Krishna. Потребность нашей жизни – это установить нашу связь с Кришной. And when one establishes their connection with the Supreme, then Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahanam Yoviditi Tatit Karman. Krishna is the Supreme Eternal Living Being, and He's maintaining all of the living beings. И когда мы устанавливаем такую связь с Кришной, мы понимаем, что Кришна изначально вечное живое существо, и Он поддерживает все другие живые существа сам. How is He maintaining all other living beings? Как Он поддерживает все живые существа? He's maintaining them because His connection with them is eternal. Он поддерживает их в силу своей вечной связи с ними. And He's giving them all necessities for life. И обеспечивает их всем необходимым для жизни. What is that necessity? Какой необходимостью? The opportunity to serve Him. Какая необходимость здесь имеется в виду? Это возможность служить Ему. That is necessity of life. Вот это является потребностью жизни. As we were speaking about yesterday, the symptom of life is desire. Как мы вчера говорили, признаком жизни является желание. So every one of us has a desire. У каждого из нас есть желание. So either we desire to do something for Krishna, or because desire is the eternal companion of the soul, we'll desire to do something else in connection with the body. Это желание является вечным спутником живого существа. Либо мы будем занимать это желание, делать что-то для Кришны, либо вынуждены будем направить его на удовлетворение потребностей тела. Or as we spoke about yesterday, we may desire to do something to disconnect ourselves from the body. Или, как мы вчера говорили, можно также это желание направить на попытки разорвать свою связь с материальным телом. I think by disconnecting ourselves with the body, that state of being is perfect and complete. Считая, что вот этот разрыв связи с материальным телом, такое состояние бытия является совершенным. But we established that there's a higher realm of experience, a higher realm of existence. Но вчера мы подчеркнули, что есть более высший уровень бытия и более высшая обитель. And the necessity of life is to serve the Supreme Lord. И что истинной потребностью жизни является служение Господу. Who maintains everyone. Aham bija pratapita. Krishna says, I am the seed-giving Father of all living beings. Это высшего живого существа, которое Кришна называет в Бхагавад-Гите Ахам биджа прадапита, отцом всех живых существ. Maintains everyone by giving them the opportunity to serve Him. И Он поддерживает все живые существа, давая каждому из них возможность служить себе. And when one serves Him and actually establishes a connection with Him, then that service is, because it has nothing to do with this world, it goes on even at the demise of this body. И когда человек служит Господу, таким образом устанавливает свою связь с Ним, поскольку эта связь не имеет ничего общего с материальным телом, находится за пределами материального бытия, то эта связь продолжается вечно, даже если разрушение материального тела она не прекращается. And the Lord becomes very pleased and eager to satisfy all the needs of His devotee. И тогда Господь становится очень довольным преданным и также очень хочет удовлетворить свою преданность во всех отношениях, выполняя все его потребности. Not just physical needs. Не только физические потребности. But actually the transcendental realm is beyond this physical world. Но трансцендентная обитель выходит за рамки этого материального физического мира. And because there's no birth, death, disease, and old age, поскольку там, в этой духовной обители, нет ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезней, then all these so-called necessities of life are not really relevant there. то там эти так называемые потребности жизни уже не актуальны. They're simply pleasures of life. Там просто есть наслаждение, радости жизни. They're not necessities. Там эти вещи не являются потребностями жизни. They're pleasures. They're pleasure pastimes. Это радости жизни, это радость
как бы, игры, которые связаны с этими радостями. Krishna, I'm looking for food with Krishna eating with his picture of Krishna eating with his cowboy boyfriends. Например, мы ищем пропитание себе, но там и есть в духовном мире изображение, где Кришна сидит со своими друзьями, мальчиками-пастушками и принимает еду. This is pleasure, pastime. Счастье для них, это радость, просто игра. When the Lord is associating with his devotees, he's not doing it because he has to do it. И когда Кришна общается со своими преданными, он делает так не потому, что он вынужден. He likes to do it. А ему нравится. Similarly, when the Lord appears in this world to protect his devotees, it's not that he has to do it, he likes to do И it. когда Господь является в этот мир, чтобы защитить своих преданных, не то, что он вынужден это делать, но ему нравится делать это. Because the Lord has nothing he has to do. Поскольку у Господа нет никакой обязательной деятельности, Then the obvious conclusion of that is that he does what he likes to do. то естественным выводом из этого факта является понимание того, что он делает только то, что ему нравится. Isn't that? If you had nothing you had to do, what would you do? Если вам не было никаких обязанностей у вас, что бы вы делали? Usually everybody keeps their wish list, Обычно у людей есть список желаний. a little notebook of all the things that when they have time they want to do. У каждого, у многих есть такие выпускные книжки, когда люди записывают то, что они бы хотели делать на досуге, когда смогут. Because they're so caught up in things they have to do, they have to make a little list so they can remember the things they want to do. Because as soon as that time comes, then how are we going to do it? Поскольку мы так поглощены исполнением своих обязанностей, которые нам приходится делать, то, чтобы не забыть то, что нам нравится делать, мы это записываем в записную книжку, чтобы как только время придет и у нас появится свободная минутка, мы бы сразу смогли перейти к тому, что нам по-настоящему хочется делать. But because we're bound to things that we have to do, Но поскольку мы вынуждены, мы связаны обязанностями, которые есть в нашей жизни. our whole life cannot be things that we want to do. В нашей жизни невозможно построить просто из вещей, которые нам приятно делать. Krishna says, there's no work that affects me, Но Кришна говорит, нет никакого вида деятельности, которая бы влияла на меня. nor do I aspire for the fruits of my work. Я не стремлюсь к плодам своей деятельности также. And anyone who knows this truth about me will also not become entangled in the fruit of the actions of work. Этот человек, который знает эту истину про меня, также никогда не станет жертвой этих пут материальной деятельности. What is Krishna saying? Что Кришна говорит He здесь? says, I'm not affected by any reactions. Кришна говорит, что на меня не влияют никакие последствия деятельности. That means that if whatever I do, I can enjoy without any implication. Другими словами, что бы я ни делал, говорит Кришна, я могу наслаждаться этой деятельностью, мне за это ничего не будет. No reaction. Никаких последствий. Right? Whatever I do, there's no implications. Что бы я ни делал, мне ничего не грозит за это. That's what it means to be svarat, independent. Вот это и значит быть сваратой, независимым. He can do whatever he wants to do, whenever he wants to do it. And there's no reaction. Он делает то, что хочет, и ему все сходит с рук. I guess that's one way to say it. Можно так сказать. But if we say, I'm not going to work for the rest of my life. Но если мы говорим, я до конца своей жизни все, больше работать не буду. I don't want to work. Я не хочу работать. We'll say, okay, don't work. И мы скажем, да, хорошо, не будешь работать. There'll be no paycheck. Значит, тебе не будут платить зарплату. And after a couple of weeks, somebody will be knocking on the door. И через пару недель кто-то постучит тебе в дверь Where's the rent? и скажет, а деньги за квартплату где? No, I'm doing what I want to do. Нет, я же делаю то, что я хочу. Don't you Ты understand? же не понимаешь разве, что I'm independent. я свободен. I'm simply doing what I want to Я do. просто делаю то, что мне хочется. So I don't have to give you any rent. Поэтому я не буду тебе платить за квартиру. Or a week passes and there's no food in the refrigerator, И через неделю не остается пищи в холодильнике. and your family comes to you, we're starving. И семья окружает вас, и говорит, мы голодаем. I'm doing what I want to do. А мы говорим, нет, я же делаю то, что мне хочется. We don't get away with it. Это нам с рук не сходит. But Krishna gets away with it. Кришна все сходит с рук. Why does Krishna get away with it? Почему Кришна сходит с рук? Because he's the Supreme Lord. Потому что он высший Верховный Господь. He's Parama Purusha. Он Парама Пуруша. He's the Supreme Enjoyer. Его называют Верховным Наслаждающимся. So because Krishna has nothing that he has to do, И поскольку у Кришны нет никакой обязанности,
He doesn't have a boring life. У него нет такой скучной жизни. Because his life is filled with everything that he wants to do. Поскольку его жизнь наполнена всем тем, что он хочет делать. And he likes being with his devotees. И ему нравится проводить время со своими преданными. He likes serving his devotees. Нравится служить своим преданным. He likes protecting his Любит devotees. защищать своих преданных. There's a verse in Ete Changsa Kalapongsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Mokam Vidyanti Yuge Yuge. All the different incarnations of the Lord, they're either portions or plenary portions or portions of the plenary portions of the Supreme Lord. But Lord Shri Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. В этом стихе говорится, что все эти описанные формы Господа, либо его части, полной части, либо части полных частей Кришны, являются изначально верховной личностью Бога. All of them appear whenever there are disturbances created by the atheist. И они все являются в этом мире, когда в этом мире безбожники создают какой-то источник беспокойства. The Lord appears to protect the theists, his devotees. И Господь является, чтобы защитить теистов или тех, кто верит в его существование, своих преданных. So he comes to give protection to his devotee. Он приходит, чтобы оказать защиту своим преданным. Whenever there are disturbances created by the demoniac class of society, Когда демонические люди в обществе причиняют беспокойство преданным, those who are fully dependent upon him, те, кто полностью зависит от Господа, those who know no one but him, те, кто не знают никого кроме Господа, those who are always engaged exclusively in serving him, те, кто занимается беззаветным преданным служением Господу, those who have no other desire other than a desire to please him. и не питают никаких других желаний, кроме желания удовлетворить его. The Lord declares that I will protect them. И Господь говорит, таких я буду защищать, Because he likes to. потому что мне нравится. And when he does it, it's wonderful. И когда он делает это, все становится замечательно. It's transcendental. Этот поступок называют Because he трансцендентным, does wonderful things. потому что он совершает удивительные деяния. Just like when he lifted Govardhan downhill to protect his devotees. Как, например, когда он поднял холм Гавардхану, чтобы защитить своих преданных. We talk about that every year. We talk about that constantly. The Lord's pastime, protecting his devotees, lifting Govardhan downhill. Very wonderful activity. Постоянно обсуждаем эту игру Господа, когда он поднял холм Гавардхану, потому что это удивительно, как он сделал это для того, чтобы защитить своих преданных. He displays a very wonderful pastime of protecting his devotee and displaying his supreme opulence of dependence. Independence. И таким образом он играет удивительную игру, чтобы защитить своих преданных и чтобы тем самым показать свою высшую степень независимости от кого-либо. That he's not under the laws of material наture. От чего-либо. Он показывает, что совершенно не подчиняется закону материальной природы. He's not forced to accept birth. Он не вынужден рождаться. He simply says, "Oh, let me go." Он просто говорит, подукай туда. That's all. Let me go. Подукай туда. I want to go. Или я хочу пойти туда. I want to go to see my devotee. Я хочу повидать моего преданного. I want to go to enliven my devotee. Я хочу прийти к этому преданному, вдохновить его. And to protect my devotee. И защитить его. Even though the devotee doesn't ask the Lord to protect him. Даже если сам преданный не просит о защите Господа. The devotee just depends on the Lord. Потому что преданный просто зависит от Господа. And by constantly depending on the Lord and remembering the Lord, he is protected. Постоянно завися от Господа, постоянно памятуя Господа, преданный сам собой получает полную защиту Господа. That's what Prahlad Maharaj did. Вот так и сделал Прабхупада Махарадж. When his demoniac father Hiranyakashipu tried to kill him, когда его демонический отец Хираньякашипу попытался убить Прабхупаду, tried to poison him, он попытался отравить его, tried to have him crushed by elephants, он попытался убить его, бросая его под ноги слонов, чтобы те растоптали его. threw him off a mountain, Он кидал его с горных вершин, put him in burning oil. он бросал его в кипящее масло. All these things he tried to do to kill his own son. Все это он совершал, чтобы попытаться убить своего сына. What did Prahlad do? Ну что Прабхупада делал в это время? Simply remembered his Lord. Просто помнил о Господе. And by constantly remembering the Lord, he was fearless. He felt protected simply by remembering Him. И постоянное памятование Господа даровало Прабхупаде бесстрашие,
и защиту, полную защиту. Because he had full faith that the Lord would protect him. Потому что он имел полную веру в то, что Господь защитит меня. And although he never asked the Lord to protect him, Хотя он ни разу не попросил Господа защиты, he just remembered him. просто вспомнил о нем. That is the nature of a devotee. Такова природа преданного. He's simple, and therefore when the Lord comes, he comes to enliven his devotee. И поэтому, когда Господь является, он очень хочет вдохновить таких преданных. And to enliven all the other devotees by displaying a very wonderful pastime. Своим явлением, но он также хочет вдохновить многих других преданных, просто явивших такую удивительную форму. So, for the non-devotee, it's very difficult to understand the Lord's purpose. Очень сложно для непреданного понять цель явления Господа в этом мире. In other words, why would God come in this form of a half-man, half-lion? Из чего бы ему являться Богу, являться в этой форме получеловека, полульва? Why would he take a demon, put him on his lap, and rip open his entrails? Для чего ему вдруг класть себе на колени демона, потом разрывать этого демона на части и вырывать из его внутренности? When people hear about this, sometimes it's difficult to understand. Когда люди слышат об этом, очень сложно понять, почему он это делает так. In fact, I oftentimes tell a little story in this connection, which really elaborates on this point. Я часто рассказываю историю об этом, связанную с этим. Some of you, I'm sure, have heard it before. Наверняка многие из вас уже слышали об этой истории раньше, но я расскажу ее. But it very, very nicely explains how it's very difficult for a non-devotee to understand the Lord's purpose. Эта история иллюстрирует, насколько сложно для непреданных понять цель явления Господа в этом мире. Especially when he accepts such a fearsome form. Особенно, когда он принимает такую наводящую ужас форму. It happened in America. Это произошло в Америке. And Mr. Swami. And there was a court case against our temple. В Америке на наш храм нам подали в суд. And one person was suing the temple, saying that her life was destroyed because of Krishna consciousness. Женщина подала в суд на сознание Кришны, на наш храм, потому что она заявила в своем судебном иске, что сознание Кришны разрушило ее жизнь. And because she was very young at the time, В то время она была очень молодой. and she lived in the temple for a very short period of time, Очень короткое время пожила в храме. the temple was held responsible for her activities. И храм отвечал за ее деятельность, за ее поступки. So that we found ourselves having to defend ourselves in court against her allegations. Согласно заявлению, и поэтому мы вдруг узнали о том, что на нас подали в суд, и что мы должны отстаивать, защищать себя в суде против ее обвинений в нашем. This happened many years ago. Это произошло очень много лет назад. It was maybe 35 years ago. 35 лет назад. And Prabhupada said, when we first established the Krishna consciousness movement Когда мы открыли движение сознания Кришны, Прабхупада сказал, in America, he said, first they will ridicule us. Прабхупада сказал, когда наше движение сознания Кришны началось в Америке, что вначале люди будут высмеивать нас, Then they will persecute us. потом они будут преследовать нас, And then they will accept а us. потом примут. So we went through a particular period in America when there was a lot of persecution. И вот как раз в то время была эта стадия нашего развития, когда нас очень часто преследовали. And this court case was one of those attempts to persecute us. И этот судебный процесс был одной из таких попыток подвергнуть нас преследованию. So because when the case actually came into the courtroom, И когда в конце концов это дело было передано в суд, I happened to be the leader at the time. я в то время был лидером нашего движения в Бостоне. So I had to come in to the courtroom and to testify, defend.
Мне пришлось speak in our defense. держать ответ перед судом. Я должен был приходить и отвечать на обвинение в нашей адрес. I'm skipping through a lot of details because I want to get to the essence. Я упускаю очень много деталей в этом обсуждении, потому что очень хочу побыстрее перейти к сути. Because there's a lot to say about Lord Nrsimhadeva. Что у нас есть что сказать про Господа Нрисимхадева. But this is connected to Lord Это Nrsimhadeva. связано с Господом Нрисимхадевым. So, in the courtroom, I had to sit in the witness stand. Итак, в зале суда я должен был сидеть на скамье свидетелей. And the prosecuting attorney had to ask me questions. Государственный обвинитель, прокурор, стал задавать мне вопросы. He asked me many questions about if I was in the temple at the time when this girl was living in the temple. Задал мне вопрос о том, был ли я в храме, когда эта девушка жила в храме. Yes, I was. Да, я жил в So I knew her, things like that. Я знал, что она там живет. Then he started to speak about our God, Затем он перешел к обсуждению нашего Бога, as he described it. как он описал. Это ваш Бог. And he pulled out a picture. И он вытащил изображение. And the picture was Lord Nrsimhadeva. И там на изображении был Нрисимхадева. With Hiranyakashipu on his lap. С Хираньякашипу на колене. And you know what he was doing on his Вы lap. знаете, что он делал с Хираньякашипу. I don't have to tell you. Я должен его описывать. He wasn't really having a good time. То есть Хираньякашипу не очень был веселый времена. Prahlad was there. Prahlad был там также. With a flower girl. У него была гирлянда цветов. And he says to me, И прокурор говорит: Mr. Swami, господин Свами, who is this? кто это изображение? And I was told before, told by our lawyer, he said, just answer the questions. И наш адвокат сказал мне, проинструктировал меня перед судебным заседанием: ты должен отвечать на вопросы. They're going to try to make you angry. Они попытаются разозлить тебя. Just don't get angry. Но не злись. Keep your cool. Просто оставайся хладнокровным. Just answer the И questions. отвечай на вопросы. I'll take care of the cross-examination. А я позабочусь обо всем, когда будет перекрестный допрос, я позабочусь обо всем, сказал наш адвокат. So when he held up the picture, he said, "Who is this?" Он вытащил изображение и сказал: кто это на изображении? I said, "That is Nrsimha." Это Нрисимха. Oh, and who is Nrsimha? А кто такой Нрисимха? He's an incarnation of the Lord. Он воплощение Бога. Oh? I'm serious. Я очень That's серьезно. exactly how it happened. Так и произошло. Because there's a jury there. Там сидят присяжные заседатели, сидят и слушают все это. 10 people in a jury. Совет этих присяжных, коллеги присяжных заседателей составлял 10 человек. 6 of them were simple little housewives. А 6 из них были простые американские домохозяйки. And there were 4 men. И 4 мужчины были. So, the court case is just simply a show, a dramatization. На самом деле, такой судебный процесс — это просто спектакль. So, how to pull on the hearts of the jury. Чтобы повлиять на сердца, вытащить сердца этих присяжных заседателей. This is the legal system in America. Вот такова система, судебная система в Америке. So he said, "Oh, is he your God?" О, сказал он, это ваш Бог. So I said, "He's one of the manifestations of God." Да, одно из проявлений Господа. Oh. And what is he doing? А что он делает? I said, I can't remember actually what I said at that point. I can't remember what I said at that point. What he Я said, не what he's помню, что doing. я сказал в этот момент. I think I said he's holding someone on his left. Я сказал, он держит кое-кого на коленях. He said, "Oh, Он сказал, but what's that around his neck?" а на шее что у него? Intestines. Он сказал, внутренности. Really? Серьезно? Whose intestines
prasadi? Чьи мудрости на шее? I said, Hiranyakashipu, the person that's on his lap. Они подлежат Хираньякашипу, который на коленях лежит. Oh. And who is this little boy? А этот мальчик кто? His name is Prahlad. Его зовут Прохлад. Oh. Понятно. Can you tell me, what is the relationship between this little boy and the man who's on his lap? Могли бы вы сказать, какое отношение между этим маленьким мальчиком и человеком, лежащим на коленях? That's his father. Вот отец его. That's his father. Это его отец. Tell me, Mr. Swami, Скажите, мистер Свами, why is he smiling? а почему он улыбается? I wasn't laughing. Это было не до смеха. I'm laughing now. Это смешно, когда мне было не до смеха. I had to keep a straight face. Я просто рассказываю, как бы все было. I said, he's smiling because he's happy to see God. Он улыбается, потому что рад видеть Бога. He said, but that's his father. Он сказал, это же его отец. His father's being killed right in front of his eyes and he's smiling. Отца убивают у него на глазах, и он улыбается. I said, yes. Да, сказал я. And what's that in his hands? А в руках что у него, этого мальчика? Because Prahlad had a garland. Гирлянда в руках. I said, it's a garland. Это гирлянда. And what's he going to do with that garland? Что он собирается с этой гирляндой сделать? He's going to place it around the Lord's neck. Собирается повесить ее на шею Господа. Oh, he's going to thank him for killing his father. Другими словами, он собирается поблагодарить за то, что тот его отца убил. And actually, what happened is this. Что дальше произошло? While he was doing all of that, Пока он все это рассказывал, the lawyer who was supposed to cross-examine me, адвокат, который должен был задать свои вопросы со своей стороны, he was a devotee. он был преданным. And he was going up to the judge and complaining. И он подошел к судье и стал жаловаться судье. How can you allow this in an American courtroom? Как вы можете позволить такому происходить в американском судебном зале? Freedom of religion is existing in our country. How are you allowing this in an American courtroom? В нашей стране существует свобода религии, свобода вероисповедания. Как вы можете допустить такое в зале суда? And he was trying to force the judge to stop this. И он пытался заставить, побудить судью прекратить это. Then they had to have a conversation on the side. Prosecuting lawyer and my lawyer. И потом у них должна была быть беседа с судьей, между судьей, адвокатом со стороны обвинения и адвокатом со стороны защиты. And then the prosecuting attorney convinced the judge that the lawyer, my lawyer, was a GBC. И тогда этому обвинителю удалось убедить судью в том, что наш адвокат, то есть мой адвокат, был GBC. Which he was. И он был GBC на самом деле. And he said, this person has to say whatever the GBC does, otherwise he'll fear he'll be punished by God. Он сказал судье, что этот человек делает только то, что он приказывает GBC, потому что в противном случае он боится, что Господь его накажет. Therefore, we should not let him be involved in this court case at all. Потому что ему вообще, и поэтому вообще нельзя разрешать принимать участие в этом процессе. And the judge accepted it and threw him out of the court case. И судья согласился с доводами обвинителя и попросил удалиться нашего адвоката. And then the questioning continued. И так допрос продолжался. So after he asked all these questions, После того, как он задал все свои вопросы, the lawyer comes back and with his drama. И адвокат начинает спектакль разыгрывать дальше. And he says, Your Honor, can I show what is it called? Jury. Can I show the jury this picture? И потом продолжается спектакль, адвокат со стороны обвинения говорит: Ваша честь, я могу показать
вот это изображение всем присяжным заседателям. Because they hadn't seen it, he was just holding it up in front of me. Потому что он держал, до сих пор он держал это изображение передо мной, они не видели толком. So then the judge said, yes, you may. И судья говорит, да, пожалуйста, давайте. And then he gave the picture to the jury, and each member of the jury, 10 people, were supposed to look at the picture and examine it. И он дал это изображение всем присяжным заседателям, и каждый заседатель должен был внимательно разглядеть это изображение. And then he says to me, Mr. Swami, Потом он мне говорит, господин Свами, tell me, where have you seen this picture before? Скажите мне, где вы видели это изображение раньше? I said, I've seen it in our temple. Видел в нашем храме. He said, is it on your altar? Это на вашем алтаре, да? And I said yes. Я сказал да. But I forgot actually, it wasn't on the altar in 1970s. At that time, it wasn't painted yet. Но я забыл, что в то время это изображение еще не выполнили в той форме, которую мы ставили на алтаре. But I said, yes, it's a picture on our altar. Но я сказал, да, это изображение стоит на нашем алтаре. So he said, oh, so you keep this picture of your God on your altar and you worship? То есть вы поклоняетесь этому изображению вашего Бога на вашем алтаре, да? I said, yes. Я сказал, да. And all these people in the jury are looking at the picture. Все эти люди, присяжные, рассматривают изображение. They're shocked. Они были в полном шоке. They can't understand. Не могли понять It's это. inconceivable to them. Для них это было непостижимо. How is it that we worship a picture of the Supreme Lord in such a fearsome form? Почему мы поклоняемся Богу в такой страшной, ужасной форме? And that's pretty much how the court case went. Вот так проходил судебный процесс. Although later, what happened was the court case was thrown out of the court because of that. What the prosecuting lawyer did. Later, after the court case was finished and we lost $1.2 million, I think, something like that. We lost. И после того, как это судебное разбирательство было закончено в пользу обвинения, и мы должны были заплатить $1 200 000 за эти обвинения. So we had to appeal the court case. И мы решили подать апелляцию на судебный процесс. And when the state Supreme Court looked at the records of the case, they said, we cannot accept this in our state. You're putting religion on trial. И когда Верховный суд принял рассмотрение апелляционное, заявление на апелляцию, когда они рассмотрели все материалы суда и поняли, что происходило в зале суда, они сказали, мы не можем мириться с тем, что религию подвергают судебным преследованиям в нашей стране, и просто полностью, так сказать, аннулировали. Да, so they had to throw most of the case out. То есть они должны были большинство обвинений в наш адрес забрать. We didn't lose the case in the long run. И мы поэтому не проиграли суд, к конечному счастью. But still, this is example, evidence. Пример, доказательство того. It's very difficult to understand the activities and pastimes of the Supreme Lord. Как сложно понять деяния и игры Верховного Господа. And what that He does for His pleasure. И что Господь делает, чтобы ради своего собственного счастья. Just like in Bhagavad-Gita it says, Paritranaya sarvanam vinashi achaduskritam. I come in order to deliver my devotees and to annihilate the miscreants, to kill the demons. В этом стихе в Бхагавад-Гите Кришна говорит, что приходит в мир для того, чтобы защитить своих преданных и уничтожить негодяев. But we know that when Krishna kills, it's always for the supreme benefit of the person being killed. Мы знаем, что даже если Кришна убивает кого-то, то это убийство приносит огромное благо, высшее благо тому, кого убивает. For instance, Krishna fulfills many purposes when he descends. Как Кришна каждым своим явлением осуществляет сразу множество целей. One of the reasons he comes is to protect his devotees. We've already talked about that. Одна из целей, которую он преследует, это оказать защиту и покровительство своим преданным. Мы об этом уже поговорили. He also protects the words, the statements of his devotees. Он также сдерживает слова и обещания своих преданных. Now, who was Hiranyakashipu? А кто был Хираньякашипу? He was a demon, yes. Он был демоном, да. But who was he before that? А перед этим кем он был? He was a gatekeeper of the spiritual world. Он был привратником духовного мира. Jai and Vijay. Одним из них, Джай и Виджай. There were two gatekeepers of the spiritual world. В духовном мире было два привратника. So, the Supreme Lord
fulfills many purposes at once. И Верховный Господь осуществляет сразу множество целей одним своим шагом. These two gatekeepers of Vaikuntha, they one time obstructed the four Kumaras from entering into Vaikuntha. Однажды эти два привратника на Вайкунхе помешали войти на Вайкунху 4 кумарам. And when the four Kumaras were obstructed, they became very angry. И когда 4 кумара не смогли войти, им помешали сделать это, они очень разгневались. They were thinking that who are you to obstruct us from entering into the spiritual world? Они подумали, а кто вы такие вообще, что мешаете нам зайти в духовный мир? The gatekeepers were judging the four Kumaras because of their external appearance. Но привратники судили о 4 кумарах по внешнему виду. Because although the four Kumaras are the greatest sages, Потому что хотя 4 кумара являются величайшими мудрецами, they display their detachment from everything by manifesting bodies of young 5-year-old boys. но они демонстрируют свою непривязанность ко всему, пребывая в обликах маленьких мальчиков 5 лет от году. They don't even wear clothing. Они даже не одеты ни на что. They travel everywhere naked Они везде ходят голыми, because they're not identifying with the body. потому что они отождествляют себя с And they're телом. just, the appearance is like young boys. Они выглядят 5-летними мальчиками. So the gatekeepers, Jai and Vijay, said, boys, what are you doing here? И эти Джая и Джая, привратники сказали, ребята, а вы куда идете вообще? What right do you have to come here? Дети, вы вообще какое право имеете заходить сюда? And because they were great, powerful sages, they were disturbed by this behavior. Они были великими, могущественными мудрецами, и их такое поведение очень возмутило. And they were thinking that because you are trying to obstruct us from entering into Vaikuntha, we think it would be appropriate that maybe you should have to be punished for this. Они подумали, поскольку вы мешаете нам зайти в духовный мир на Вайкунхе, нам кажется, будет уместно подвергнуть вас наказанием за это. And they thought that the appropriate punishment is maybe that you should have to take birth, and because the spiritual world is Vaikuntha, it's a place where there's all harmony. Они сказали, поскольку это место, где вы находитесь, это Вайкунха, духовный мир, где все пребывает в гармонии, Where there is no lust, anger, or greed. место лишенное вожделения, жадности или гнева. Maybe it's appropriate that you take birth in that place where there's lust, anger, and greed. Может быть, вам будет как раз полезно родиться в том месте, где есть вожделение, где есть гнев и жадность. And they cursed them to take birth and make material births in the material world. Они прокляли двух привратников, чтобы те родились в этом материальном мире. When Jai and Vijay understood what was happening to them, they realized that we committed a very serious offense. Когда Джай и Виджай поняли, что произошло, они также поняли, что совершили великое оскорбление. And word got back also to the Lord in Vaikuntha. И весть об этом принеслась до Господа Вайкунхи. And after he heard what took place of these two gatekeepers of the spiritual world and how they offended the four Kumaras, he immediately came to that place. И когда он услышал о том, что произошло с двумя привратниками, как они оскорбили 4 кумаров, он немедленно появился к месту событий. And when he saw that they had been cursed, he began to apologize to the four Kumaras for their behavior of Jai Vijay. И когда он увидел об этом, увидел все это и понял, что произошло, узнал об этом проклятии, он немедленно стал извиняться за поведение привратников Джай Виджай перед 4 кумарами. He said, actually, I feel personally responsible for what my two gatekeepers have done to me. Господь сказал, что я чувствую личную ответственность за то, что сделали по отношению к вам эти двое привратников. He quoted the verse, a very important verse, Он процитировал стих очень важный стих. that the wrong act committed by my servant leads people in general to blame the master. Он сказал, что если слуга допускает какой-то проступок, то люди винят в этом проступке его господина также. Just as a spite of leprosy on any part of the body spoils all of the skin. Точно так же, как пятно проказы на любой части тела оскверняет все тело. This was spoken by Krishna to the four Kumaras. Это Господь Кришна сказал 4 кумарам. He said, because my servants, they're my servants. Они мои слуги. They claim to be doing what I want them to do. И они утверждают, что действуют от моего имени, по моему приказу. So because they're claiming to be my servants, they've done something terrible by offending you. И поскольку они называют себя моими слугами, они совершили такой страшный проступок, оскорбив вас. I'm feeling as if I've offended you, so please forgive me. Чувствую, что как будто я вас оскорбил, а не они, поэтому, пожалуйста, простите меня. And Krishna then said to the four Kumaras, he said, but actually,
they are very dear servants to me. Но потом Кришна добавил четырем кумарам, он сказал, на самом деле они очень дорогие мне слуги. But I have to maintain your curse. Но я должен сдержать ваше проклятие. But please make it so they don't have to stay away from me for so long. Поэтому, пожалуйста, как-то видоизмените ваше проклятие, чтобы они долго со мной не разлучались. He didn't want them to have to go for a long time. Господь не хотел, чтобы его преданные покидали его на долгое время. So it was decided that they would take 3 births as demons. И было решено, что они родятся лишь 3 раза, как демоны. And it's also explained by the acharyas Ачарья также объясняет, that actually this whole event was the will of the Lord. что все это событие на самом деле было планом Господа, его волей. That He wanted it to happen, but He didn't want them to stay away for long. Он хотел, чтобы так произошло, он не хотел разлучаться со своими слугами надолго. But why did He want it to happen? Но почему он хотел чтобы это произошло? Because He's the Supreme Lord and He likes to do so many wonderful things. Потому что он Верховный Господь, ему нравится делать удивительные вещи. And sometimes He likes to fight. Иногда ему нравится сражаться. But in Vaikuntha He can't fight because they're all devotees. Но на Вайкунтхе не с кем сражаться, там все преданные. There's no fighting in Vaikuntha. Поэтому там сражение неуместно на Вайкунтхе. If He wants to fight, He's going to have to fight somebody in the material world. Для того, чтобы сражаться, ему нужно выбрать кого-нибудь в материальном мире. So who can He fight with in the material world? А с кем-то в материальном мире сражаться? Who can give Him a good fight? Кто может дать достойным соперником в битве для Господа? His devotees. Только преданные. So therefore, He arranged that Jai and Vijay would be cursed. He would uphold their curse, but said, don't let them stay away for too long. И поэтому так все устроил, чтобы Джай и Виджай подверглись проклятию, чтобы они были прокляты на рождение в этом мире, но он также хотел, чтобы они надолго от него не уходили. So it was understood that they would take 3 births as demons. И поэтому было решено, что они примут лишь 3 рождения как демоны. Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Первое это Хираньякша и Хираньякашипу. They would take birth as Dantavakra, as Shishupala, Шишупала Дантавакра, and Ravana and Kumbhakarna. Равана и Кумбакарна. Of course, the order was a little different. Не все в этом порядке. So the first birth was Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Поэтому вначале они родились как Хираньякша и Хираньякашипу. Lord Varaha, he killed Hiranyaksha, Господь Вараха убил Хираньякшу, who was the brother of Hiranyakashipu. который был братом Хираньякашипу. Because as soon as, actually, the Jai and Vijay, when they left the spiritual world, Потому что когда Джай и Виджай ушли из духовного мира, they prayed, let us accept the curse, but please, as we're going down, please don't ever allow us to forget the Supreme Lord. да, мы принимаем это проклятие, сказали они, но они взмолились, пожалуйста, на нашем пути вниз в материальный мир, пожалуйста, не позволяй нам забыть о тебе. That was their plea, just pleading in this way. As long as we don't forget as we go down. Была их мольба, они обратились к мольбой, пожалуйста, не позволь нам на пути вниз в материальный мир забыть о тебе. So they took birth from the womb of Diti. Поэтому они родились в лоне Дити. And for many demons, they take birth from the womb of Diti. They're called Daityas. Много демонов родилось у этой женщины, дети, и поэтому я их называю дайтями. Just like Prahlad Maharaj, he's a Daitya. He's born in a demoniac family. Прахлада Махарадж родился в такой демонической династии, поэтому его называют дайтей. Because Diti gave birth to many demons. Дити произвела на свет очень много демонов. So the first was Hiranyaksha and Hiranyakashipu. И первым из них были Хираньякша и Хираньякашипу. So Hiranyaksha, he was killed by Lord Varaha. Так Хираньякша пал от руки Господа Варахи. And then, of course, there was Hiranyakashipu, who was Prahlad's father. Затем Хираньякашипу настал в его очередь. Он был отцом Прахлады. He considered Lord Vishnu the enemy because Lord Vishnu killed his brother. Поэтому он возненавидел Господа Вишну, как своего заклятого врага, за то, что тот убил его брата Хираньякшу. And he was obsessed in thoughts of Lord Vishnu. И он был одержим этими мыслями о Господе Вишну. He always was thinking of Vishnu. Всегда думал только о нем. But he was always thinking of Vishnu as his enemy. О нем как о заклятом враге. Still, he was absorbed in thoughts. Но тем не менее, памятовал всегда о нем. So because he was so obsessed and wanting to seek vengeance for the death of his brother, И он места себе не находил от желания отомстить за смерть своего брата. you can imagine how he felt И представьте себе, как он чувствовал себя.
when he found out his son was a devotee of Lord Vishnu. Когда он обнаружил, что его сын, оказывается, предан Господу Вишну. Making friends with the enemy. Он подружился с врагом. That was Hiranyakashipu's whole case against his son. Вот это было основное обвинение в адрес Прохлады Махараджа со стороны Хираньякашипу. He was thinking again and again, how has my son become influenced by Vaishnavas? Он негодовал. Это все вайшнавы, они испортили мне сына. First he thought it was Sandana Marker's fault, that they were teaching him how to become Vaishnava. Вначале он подумал, что всему виной Санта и Амарка, это учителя Прохлады, которые научили Прохладу быть вайшнавом. So he called Santa and Amarka in, who were the teachers of all the young demoniac boys. И он позвал к себе, призвал к себе эту Санту и Амарку, этих двух учителей, которые воспитывали сыновей демонов. And he's asking, how did these thoughts appear in my son's mind? И потребовал ответа от них, как вообще эти мысли проникли в ум моего сына. We had nothing to do with it. Они испугались, сказали, нет, мы здесь ни при чем совершенно. They were immediately afraid that Hiranyakashipu, because he was very powerful. Хираньякашипу был очень могущественным демоном. He became powerful because of very severe austerities. Испугались, он обрел свое могущество благодаря аскезам. Which is something else we need to discuss. И другая тема, которую мы должны We talk about the Lord's purpose. Мы говорили о цели явления Господа. But anyways, you can imagine how Hiranyakashipu felt Представьте себе, как чувствовал себя Хираньякашипу. when Prahlad again and again and again demonstrated that he would never give up remembrance of Lord Vishnu. Когда Прохлада снова и снова и снова говорил ему о том, напоминал, демонстрировал свое нежелание забыть о Господе Вишну, старался всегда помнить о нем. He tried to have him completely deprogrammed. Хираньякашипу пытался депрограммировать Прохладу. It's also a phenomenon that happened in America. Этот феномен явления имело место в Америке, депрограммирование. Some parents decided to hire people to have devotees deprogrammed. Родители преданных пытались нанимать людей, которые обещали депрограммировать их детей. It was also going on in the 70s. Происходило в 70-е годы. There was a very famous person who was paid tens and thousands of dollars to kidnap people from religious movements. Был такой человек, деятель, которому платили десятки тысяч долларов, чтобы тот похищал детей из различных религиозных организаций. And to kidnap them and bring them away and lock them up, chains, literally chains again in a bed. Который похищал детей, сыновей, дочерей этих родителей и запирал их в какие-то места, и там буквально приковывал их цепями к кровати. To try to convince them to give up their faith and convictions. Пытаясь заставить их отказаться от своих религиозных убеждений. They would deprive them from food, deprive them from sleep. Они лишали их еды, лишали их сна. And they would just completely criticize and blaspheme. И у них на глазах они курили и поносили все религиозные святыни, которые те считали священными. But they found that the members of the Krishna consciousness movement were the most difficult to deprogram. Но они обнаружили, что самым сложным, поддающимся депрограммированию были члены движения сознания Кришны. Others were, they got them and their life changed, but they found that the Hare Krishna movement was very difficult. Because they would leave and then they would just disappear and go back. Они с другими справлялись проще гораздо. И переламывали их жизни и возвращали их к нормальной жизни, но с преданными было все не как-то просто. Они пытались их победить, пытались их депрограммировать, но когда преданные выходили из их центров депрограммирования, они снова исчезали и возвращались обратно в движение сознания Кришны. They had a particular term they called Hare Krishna devotees who couldn't be brainwashed. И таких преданных, которые не поддавались промыванию мозгов и депрограммированию, они называли определенным словом. They called them lifers. Lifers, yeah, they were programmed for life. Lifers? That's programmed for life. Их они называли безнадежными уже, то есть они программировали на всю жизнь. Hopeless. Безнадежными. They knew that if they were getting paid to get a Hare Krishna devotee, it was going to cost more money. They had to charge more money. И они знали, что если в руки попадался случай в преданном сознании Кришны, тогда они должны были брать гораздо больше денег с родителей. Это было очень трудно.
Because he knew it was going to be a real difficult task. Они знают, что будет очень сложно добиться цели. So, this is Hiranyakashipu wanted to do to Prahlad. И вот Хираньякашипу то же самое хотел проделать с Прабхупадой. He told Sandamarka, take him away, keep him with all the demoniac friends, and make sure he's deprogrammed. Он сказал Сандаmarке, заберите его, отправьте его обратно к его демоническим друзьям, и вы должны добиться, чтобы он снова стал нормальным, депрограммируйте его. Teach him about duplicity. Учите его двуличию. Teach him about material enjoyment. Материальным наслаждением. Teach him about how to become powerful kings. Научите его стремиться к положению могущественного царя. How to become great enjoyers. Научите их, как даваться наслаждением без удержу. And after you've effectively gotten this contamination out of his mind, then bring him back to me. Когда вы искорените эту скверну из его сознания, из его ума, верните его ко мне. And let me make sure that he's been sufficiently deprogrammed. И я проверю, что его достаточно депрограммировали. Take him away. Забирайте его немедленно. So Sandamarka took Prahlad. What did Prahlad do? Сандаmarka забрали Прабхупаду. Что Прабхупада сделал там? Whenever Sandamarka were out of the room, he started preaching to all his classmates. Когда Санда и Марка выходили из классной комнаты, он немедленно начинал проповедовать своим друзьям, демоническим отпрыскам. Started preaching to them about how not to waste human form of life. Он начинал говорить им о том, что нельзя тратить человеческую жизнь попусту. That life is very short. Жизнь очень коротка. You should not waste at any stage of your life. You have to utilize it to its full potential. Нельзя тратить ни минуты человеческой жизни. На каждом этапе жизненного пути мы должны использовать весь потенциал, который заложен в человеке. Don't think because you're 5-year-old boys that you can enjoy life and then serve God later in life. Не думайте, что поскольку вы совсем маленькие дети, вы сейчас должны наслаждаться жизнью, а Богу будете служить потом, когда состаритесь. No, don't be trapped by this mentality. Не поддавайтесь такому коварному настроению. Now, as soon as one understands the urgency, one should immediately take up worship of Supreme Lord Vishnu. Поймете неотлагательную необходимость, безотлагательную необходимость поклонения Господу Вишну, нужно начинать служение ему с этого момента. He would have kirtan with all of his classmates. Они пели киртан со своими школьными друзьями. Of course, they had to be very careful. Конечно, им приходилось петь очень аккуратно, очень осторожно. Because Sanda and Amarka had to be convinced that they did their deprogram sufficiently. Санда и Марка должны были убедиться в том, что надо депрограммировать окончательно. So, after a sufficient period of time of deprogramming, и когда они подумали, что уже достаточно депрограммировали Прабхупаду, they brought Prahlad back to Hiranyakashipu. Мы привели его снова к Хираньякашипу. And said, Hiranyakashipu asked Prahlad, so tell me, what have you learned in school? Ну скажи же мне, Сунак сказал Хираньякашипу, чему ты научился в школе? We know what Prahlad said to his И мы father. знаем, что сказал Прабхупад в ответ. He said, actually, for one who was accepted, accepted a material body and is and accepted and embarrassed by materialistic household life by falling into a deep dark well with no water and only troubles. Он сказал, что человеку, который осуществляет себя с материальным телом, и который полностью стал рабом, постыдным рабом этого материального бытия, материальной семейной жизни, который сравнивается с глухим колодцем, в котором нет никакой воды, ни капли, просто страдания. He should give up all these things after being embarrassed by such life. Нужно порвать с такой жизнью, поняв, насколько постыдна она и страшна. He should go to the forest, or in fact, he should go to Vrindavan and should simply absorb his consciousness in hearing the pastimes of Krishna. Просто порви со всей этой семейной жизнью, уйди из нее, отец, просто отправляйся в лес, не просто в Вриндаван. И там ты должен постоянно воспевать и слушаться Господа и держаться за руку Кришны. Хираньякашипу побагровел. Where have you learned this? How have you gotten this? Откуда ты всему этому научился? And Prahlad, of course, quoted the very famous verse, Naishamati stava rukamam green, sprishakinata pagamoirata. И Прабхупада ответил ему знаменитым стихом. He says, unless one smears upon his head the dust of a lotus feet of a Vaishnava, Пока человек не мастит свою голову, пыль стоп Вайшнава, one can never know how to render service and to approach the Lord. такой человек никогда не сможет понять, как же служить Господу, как приблизиться к Нему. Only by
by rendering service and approaching the Lord in this way can one become free from all material contamination. Только служа Господу и обращаясь к Нему таким образом, человек может полностью избавиться от материальной скверны. Prahlad Maharaj was explaining that the way that he became the way he was is because of association with the spiritual master Narada Muni. И Прахлада Махарадж тем самым объяснил, что он стал таким, каким он был, благодаря общению с его духовным учителем Нарадой Муни. How do you have association with the spiritual master Narada Muni? Как он общался с Нарадой Муни, со своим духовным учителем? It happened while he was in the womb of his mother, Kayadu. Общение произошло, когда Прахлада находился в лоне своей матери, Каяду. As we know that, oh, there's so many things to say. Есть очень много чего хотел бы сказать в этой связи. But anyways, let's get back to Hiranyakashipu and Hiranyakashipu. Because this is an important point. Это очень важный момент. Because some people might understand, why did Krishna kill Hiranyakashipu? Потому что кому-то может быть очень сложно понять, почему Кришна убил Хираньякшу и Хираньякашипу, за что? Why didn't Nrисимхадева kill him? Почему Нрисимхадева уничтожил He actually killed him because he was releasing him from the curse of the four Kumars. Он своим убийством просто избавлял его от последствий проклятия Кумаров. One less birth is a demon. Вот все, одним рождением демона меньше. Each time they were killed by the Lord, it was one less birth, so they could go back to the spiritual world. Каждый раз, когда их Господь убивал, они приближались на одно рождение ближе к возвращению в духовный мир. So someone may look at that and say, "Be killed." Кто-то может посмотреть на это и ужаснуться. Это же страшно, быть убитым. But actually, no. Whatever the Supreme Lord does, it's always auspicious. It's always a higher purpose. Нет, потому что всегда, когда Господь делает что-то, это всегда несет благо всем, и всегда за этим стоит высший план. It's always for the benefit of the recipient. Это всегда несет высшее благо тому, кто получает такое от Господа. Even all those who were killed in the battlefield of Kurukshetra, they were killed in the presence of the Lord. They attained auspicious destinations in their next life. Даже те, кто погибли, все были убиты на поле битвы Курукшетры, в присутствии Господа Кришны, обрели гораздо более благоприятное рождение в следующей жизни. That was the will of the Lord. Таково было желание Господа. So whatever the Lord does is always beneficial for the recipient. Поэтому, что бы Господь ни делал, всегда несет благо тому, кто получает от Него такое. The Lord has no enemies. У Господа нет врагов. Someone may think themselves an enemy, that the Lord is their enemy, but actually the Lord has no enemies. He has no friends. Кто-то может считать себя врагом Господа и относиться к Нему соответствующим образом, но на самом деле у Господа нет врагов, нет друзей. Samaham savabhuteshu name dveshosthi namayaha. As Krishna says, I'm not envious of anyone. Кришна в этом стихе говорит Бхагавад-Гиту, I'm equal to all. Что Господь говорит, что в этом стихе Бхагавад-Гиту он говорит, что никому не питает ни вражды, ни пристрастия, он одинаково равно относится ко всем. So he's equal to everyone. Относится равно ко всем. Krishna has no enemies. How can anybody be Krishna's enemy? Если у Кришны нет никаких врагов, то кто-либо может быть врагом Кришны. So although Krishna has no enemies, но поскольку у Кришны, хотя у Кришны нет врагов, sometimes the Lord may consider somebody who's the enemy of his devotee his enemy. Однако Господь может иногда относиться к кому-то, к врагу своих преданных, как к своему личному врагу. Because the devotee is so dear to the Lord. Потому что преданные очень дороги Господу. Just like when Krishna came to Duryodhana. Как, например, Кришна, когда он пришел к Дурьодане. Duryodhana was, as we know, he was enemy of the Pandavas. Знаем, что Дурьодана считался загадным врагом Пандавов. Extremely envious of the Pandavas. Он очень был злобен по отношению к Пандавам. Did not want to share the kingdom with the Pandavas. Завидовал им и не хотел с ними делить царство. And the Supreme Lord went on behalf of Yudhishthira Maharaj as Yudhishthira Maharaj's messenger to speak to Duryodhana and to try to convince him so they could avert the war by giving the Pandavas what they needed to be kshatriyas. И Господь Кришна решил стать посланцем Юдхиштхира Махараджа, пришел к Дурьодане от имени Юдхиштхира Махараджа, чтобы попытаться предотвратить эту братоубийственную войну и попытаться уговорить Дурьодана все-таки отдать законную часть наследства, царства 5 пандавам. And Duryodhana was thinking that Krishna is an important person. I should try to receive him nicely. Дурьодана думал, что Кришна очень важный человек, нужно попытаться хорошо его встретить. So he was thinking that he prepared a very nice big palace for Krishna as he was, and all kinds of servants, opulent feast.
Он решил подготовить для Кришны, который должен приехать скоро, роскошный дворец, наполненный слугами и очень изысканными яствами. But when Krishna appeared in Duryodhana's palace, he told Duryodhana, I'm not interested in anything that you have to offer to me. Но когда Кришна приехал в этот дворец, который подготовил для него Дурьодхана, он сказал: Дурьодхана, ты знаешь, мне из всего того, что ты хочешь предложить, мне это ничего не привлекает. You are envious of the Pandavas. Потому что ты завидуешь пандавам. And you are simply considering them your enemies. Ты считаешь пандавов своими врагами. And because of your enmity and envy of the Pandavas, you're as good as being my enemy. И поскольку ты так зловреден по отношению к пандавам, так завидуешь им, ты относишься, ты являешься моим врагом также. So, in other words, the Lord's attitude follows His devotee. Другими словами, отношение Господа к чему-то идет на поводу у отношения к преданным. Because the devotee is so dear to the Lord that whatever you do to the devotee, then the Lord's attitude is connected with your dealings with His pure devotee. Другими словами, поскольку преданные настолько дороги Кришне, Господу, то то есть как бы мы ни относились к ним, это отношение к преданным вызывает однозначную реакцию со стороны Господа. If you serve His pure devotee, then you become immediately recognized by the Lord. Когда вы служите чистым преданным, то Господь сразу признает вас. Krishna says, anyone who says is my devotee is not my devotee, but anyone who's a devotee is my devotee. I consider that person my devotee. Кришна говорит, что тот, кто считает меня, называет себя моим преданным, на самом деле не является моим преданным. Тот, кто считает себя и является преданным моего преданного, тот по-настоящему является моим преданным. It also works conversely. И также справедливо все в противоположном направлении. The Lord's not anyone's enemy. Господь не является ничьим врагом. But if you become an enemy of the Lord's dear devotee, Если вы станете врагом его дорогого преданного, then you're as good as an enemy of the Lord. то тем самым становитесь в глазах Господа его врагом. So He told this to Duryodhana. И он сказал вот это Дурьодхане. So Krishna has no enemies. Кришна нет врагов. I forget why I was speaking about it. Я забыл, почему я стал говорить. It was in connection to Было связано с Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Yes, he gives benefit to everyone, that's correct. И да, он дает благо всем, с кем бы он как бы не обращался, он дает всем благо. And therefore we're saying he's not envious of anyone. Поэтому он никому не питает зависти. He's equal to everyone. Относится ко всем равным. So when he does something, when he punishes somebody, that's as good as a benediction. Поэтому, когда он наказывает кого-то и подвергает кого-то таким наказанием, это все равно, что благословляет такого человека. That's his absolute nature. Такова абсолютная природа Господа. His punishment is as good as a benediction. Потому что наказание Господа от его руки ничуть не хуже благословения. He doesn't punish just any ordinary person. Господь обычных людей не наказывает. To be punished by the Lord is auspicious. Нужно, чтобы подвергнуться наказанием от руки самого Господа, это очень благоприятно. If we're going to be punished by somebody, then why not be punished by the Lord? Если же нам суждено быть наказано, почему бы не стать наказанным самим Господом? Because whatever the Lord does is always to bring me closer to Him. Потому что что бы Господь ни делал со мной, это служит одной целью. Just like приблизить меня к Нему. Яшьяхам анюграхами хадрашьяй таддаджанам шанай. When Krishna is particularly merciful to somebody, He may take everything away from him. Как в этом стихе говорится, что когда Господь хочет даровать свою особую милость кому-то, Он постепенно забирает у него все, что у того есть. So someone say, why can the Lord do that to me? А как же Господь может так со мной обращаться, кто-то может подумать. But when He takes everything away from the devotee, He leaves the devotee with only one thing left. Нет, когда Господь забирает у преданного все, Он оставляет ему одно. Krishna. Что Он оставляет? That's all. And nothing else. Кришна, ничего больше. Safest place. Самое безопасное положение. So it appears to be like a punishment, is a benediction. Кажется, что это наказание, но это благословение. Because we remember Krishna. A devotee will remember Krishna in times of difficulty. Тогда, в такие трудные периоды жизни, Кришна преданный будет всегда помнить о Кришне. Just like it's stated in Chaitanya Charitamrita. Как в читании Чаритамрити говорится. When my devotee engages in devotional service, but at the same time he wants the opulence of material enjoyment. Если мой преданный занимается служением мне, в то же самое время хочет наслаждаться материальным богатством. He is like a fool who willingly gives up nectar to drink poison. Кой преданный просто глупец, который отставляет в сторону нектар и сознательно пьет яд. Why should I give this fool prosperity? Так зачем же мне давать этому глупцу материальное процветание? Instead, I shall induce him to take shelter of my lotus feet and make him forget. Нет, я просто заставлю этого преданного
принять прибежище в верховных стопы, забыть обо всем остальном. So when my devotee approaches me with the fulfillment of some material desire, Поэтому, когда мой преданный обращается ко мне за исполнением какого-то материального желания, I'll fulfill it, я выполню это but in желание. such a way that he won't come back and ask for it Я again. выполню так, что больше он ко мне с таким желанием никогда не обращался. That is his mercy. Это его милость. That is his kindness. Это его доброта ко мне. So that we think of him, remember him. Так, чтобы он мог думать обо мне, чтобы я мог думать о нем, и думать, It's a benediction. вспоминать всегда о We нем. may think it's a curse, Это благословение, но мы думаем, что это проклятие. but actually it's a На benediction. самом деле это благословение. Just like when Narada Muni cursed Nalakuvara and Manigriva. Как Нарада Муни, который проклял Налакуру и Манигриву. They were cursed to take birth as trees. Они были прокляты на рождение деревьев. But they were cursed by such an exalted devotee that it was a benediction Но curse. поскольку проклял их очень возвышенный преданный, то это проклятие вернулось благословением. Yes, they took birth as trees, Да, они родились деревьями, but they were delivered by Krishna. но их лично Кришна спас. And they were in the courtyard of Nanda Maharaj. Росли где-нибудь во дворе, эти деревья росли не где-нибудь, а во дворе Нанды Махараджа. And Krishna delivered them. И Кришна их лично спас. Избавил от этого рождения. So, this is the Lord's kindness. Вот это доброта Господа. He's bringing us closer to the devotee, closer to Him. Он приближает к себе своих преданных. But somebody who doesn't understand the Lord's purpose, Но человек, который не знает цели, ради которой Господь действует, he sees such a ghastly death, он видит такую страшную, ужасную смерть. and he thinks, wow, this is mercy? Вот это да, это мудрость. Now why was it such a ghastly death? Так а почему была такая ужасная смерть? Because he had to, not only the Lord, we said, he fulfills many purposes at the same time. Почему? Да потому что Господь должен был одновременно, Он выполнил одновременно много обещаний разных преданных. He had to uphold the statement of Brahma, his devotee. Он должен был выполнить и держать обещание Брахмы своего He преданного. had to uphold the statement of Narada Muni, his devotee. Он должен был сдержать обещание Нарды Муни своего преданного. Because Narada Muni also made a statement. Потому что Нарада Муни тоже кое-что пообещал. When Hiranyakashipu went off to perform his austerities to become the most powerful being in the universe, Когда Хираньякашипу отправился совершать аскезы, чтобы стать самым могущественным демоном во Вселенной, he performed austerities for 100 celestial years. он занимался аскезами 100 небесных лет. Something like 120,000 years or something like that. 120 тысяч лет по нашему леточеству, или около того. It was a long time. Довольно долгий срок. Standing on his toes. Он стоял на цыпочках. And not only that, by performing such great austerities, that standing in one place, and ants began to eat up his body. Но не только стоял он там, пока он стоял в одном месте, не шелохнувшись, муравьи съели всю плоть с его костей. And he was maintaining his life air within the body, within the bones of his body. Но он умудрялся поддерживать жизненное тело в этих костях, в скелете. Anyways, we'll get back to them. Мы к этому перейдем. But while he was there, Но пока он там был, так стоял, he left his wife Kayadu, он оставил жену Каяду who had Prahlad in her womb. в лоне, который находился уже прохлад. And he was performing these austerities, and she was waiting for her husband to come home. Он пошла совершать аскезы, она сидела и ждала, когда муж вернется домой. Now, Hiranyakashipu, Kayadu, as we said, had her son Prahlad within her womb. Как мы сказали, Каяду носила в своем лоне. And the demigods were thinking И полубоги подумали, that this Hiranyakashipu is a very powerful personality. что этот Хираньякашипу очень могущественная личность. By his austerities, he is influencing the whole universe. Он своими аскезами не дает жизни всей Вселенной. The heat was emanating from his body, which was scorching the upper planetary systems. Жар, который исходил из его тела во время совершения аскез, испепелял райские планеты, высшие планеты. And people were simply, and the demigods in the upper planetary systems were running in fear because of his austerities. Просто от страха перед его аскезами все полубоги разбегались в разные стороны. And they understood that if this Hiranyakashipu is so powerful, imagine what his son is going to be like. И они думали, что если этот Хираньякашипу, этот демон такой могущественный, каким же у него будет сынок? He's going to be just as big as a demon. Он будет еще более, он превзойдет своего папу наверняка. So
while he's there performing these austerities, И пока Хираньякашипу предавался аскезам, we should go get his wife. мы должны похитить его жену. Let her give birth to the son, Пусть она родит сына, and we'll immediately kill him. и мы сразу убьем его, когда он родится. Demigods were thinking this way. Так полубоги думали. Because they're thinking, we'll never have any chance to get our positions back in the heavenly planets. Они думали, что мы никогда не сможем даже рассчитывать на возвращение нашего положения наслаждения на райских планетах. Because this son of his will simply carry on his father's tradition. Потому что этот сын пойдет по стопам отца. How will we ever get our position back in the heavenly planets again? Никаких надежд нет на возвращение на райские планеты. So let's kill him. Так давайте же убьем его. So the demigods went to Kayadu. И полубоги отправились к Каяду. And it just so happened at that time, Narada Muni was wandering around without any engagement. И Нарада Муни в то время бродил, особенно ничем не занятый. He wasn't always engaged in Narada Muni Bhajaya Vina Radhika Ramanam. Он всегда занят, он всегда поет, играет на своей линии. He's always engaged in glorifying the Он Lord. всегда занят прославлением Господа. But because he's not bound by any immediate engagements, he's always free to go anywhere in the creation when there's a need for him to go. Поскольку у него нет каких-то неотлагательных дел, он ходит туда, куда считает нужным, куда заблагорассудится по всей вселенной. So Narada Muni was wandering around and without any engagement, and he understood what was happening. That this boy within the womb, this child within the womb, is not an ordinary living entity. Этот Нарада Муни бродил так без особенных дел и набрел на вот это место, где находилась жена, то я сразу понял, что сын, находящийся в его лоне, является великим преданным. So Indra and all the demigods in the heavenly planets had captured Kayadu. Kayadu. That's right. Другие полубоги схватили Каяду. And Narada Muni appeared in that spot. Нарада Муни появился там, в этом месте, на месте событий. And immediately said to Indra, he said, "What are you doing? И сказал Индра, ты чем занимаешься? Don't you know that the child within this womb is completely sinless? Разве ты не знаешь, что ребенок, находящийся в лоне этой женщины, совершенно безгрешен? He's a great devotee of the Lord. Он великий преданный Господу. And even if you wanted to, you could never kill him. Даже если ты очень попытаешься, постараешься убить его, ты не сможешь. You cannot kill this Ты child. не сможешь убить этого ребенка. You should simply stop, desist immediately, Ты немедленно прекратить свои попытки and leave this place." и уйти по добру, по здорову. Now the demigods are very respectful to Narada Muni. Полубоги очень уважительно относятся к Нараде Муни. Indra immediately accepted his instructions and they left that place. Индра немедленно принял наставление Нарады Муни, согласился с ними и ушел со всеми полубогами. But Narada Muni made a statement Нарада Муни сказал, that you cannot kill. This child cannot be killed. он сказал, by что you. этого ребенка невозможно убить. And the Lord had to uphold that statement. И Господь должен был сдержать слова Нарады Муни. So because Narada Muni is a great devotee, the Lord had to protect his words. И поскольку Нарада Муни великий преданный, Господь должен сдерживать обещания таких. Because that's the position of the Lord. The Lord not only protects his devotee from harm, but he also protects the devotee's promise. Потому что это положение Господа, его роль. Он не только охраняет своих преданных от каких-то опасностей, но также сдерживает их обещания. Just like he told Arjuna, Kaunteya pratijanahi madme bhaktya pranashiti. Arjuna, you declare it boldly, my devotees never vanquish. Как он сказал, например, Арджуна, ты скажи всему миру, что мой преданный никогда не погибнет. Because if you declare it, everyone will have to accept. Потому что если ты это скажешь, то все должны будут принять это как истину. Because whenever my devotee makes a declaration, open declaration like that, I'll always protect the statements of my pure devotee. Когда бы мой преданный не обещал что-то во все услышания, я буду вынужден поддержать правдивость его слов. This is one thing I'm always consistent on. Вот в этом я всегда последовательно сказал. I may make a promise and I may break it. Я могу обещать и не сдерживать обещания. But if my devotee makes a promise, Но если мой преданный обещает что-то, I'll always protect it. я всегда сдержу обещание своего преданного. There's more I could say about Krishna's breaking his promise, but let's get back to. И можно еще кое-что сказать о том, как Кришна нарушил свое собственное обещание, но мы вернемся к теме нашего обсуждения. But take my word for it, even if Krishna breaks his promise, it's good. Ну, пожалуйста, поверьте мне на слово, даже если Кришна сдерживается, даже если нарушает свое обещание, это хорошо, это благо для всех. And it's always
for his devotee. И он всегда нарушает свои обещания ради своих преданных. But when his devotee makes a statement, Krishna will protect him. Но когда преданный делает какое-то заявление, обещание, Кришна всегда сохраняет правдивость слов своих. So he had to protect the statement of Narada Muni. Поэтому Кришне нужно было сдержать обещание Нарады Муни. That was another one of his purposes. Это была еще одна из целей явления Господа. Now, getting back to that ghastly death of Hiranyakashipu, Вернемся к этой ужасной смерти Хираньякашипу. why did it have to be like that? Почему она должна была быть такой ужасной? Well, we know there's somebody else who made a statement, who's also a devotee. Потому что есть еще кто-то такой, кто пообещал что-то, и он тоже был преданным. And the Lord had to protect that statement too. И Господу пришлось сдерживать также это обещание. That was Lord Brahma. Это был Господь Брахма. Because Hiranyakashipu, after performing his austerities for 100 celestial years, Потому что Хираньякашипу, завершив свой столетний аскезы, he was doing it in order to satisfy Lord Brahma. по летосчислению полубогов, он сделал это для того, чтобы удовлетворить Господа Брахму. He's thinking, Lord Brahma, he is the charge of the whole universe. Он думал, Господь Брахма отвечает за всю Вселенную. So I should go to that person who's charge of the whole universe so that I can be in charge of the whole universe. И я должен обратиться к тому, кто глава этой Вселенной, чтобы я мог стать главой всей Вселенной. But I want to be in charge of the whole universe, and I also don't want to have to die and stay in that position forever. Но я не только хочу стать главой, повелителем всей Вселенной, я хочу навечно остаться в этом положении, поэтому не хочу умирать. I want to enjoy my wealth, my position, my power for all of eternity. Хочу наслаждаться моим богатством, моим положением и могуществом, силой вечной. So after performing those austerities, Lord Brahma appeared in that place. И когда его аскезы, он совершал эти аскезы, Господь Брахма явился к нему. And as we know, he had to satisfy when he saw. First he was looking for Hiranyakashipu, he couldn't find him. Когда Господь Брахма явился, он вначале долго не мог найти Хираньякашипу. Because he was covered by an anthill. Потому что он уже был покрыт полностью этим муравейником. His body, all the skin was gone from his body. He was maintaining life in his bones. Потому что вся его плоть была съедена муравьями, и он поддерживал жизнь в этих костях. So he saw a trace of life from that coming from some place, and he realized, well, this must be И Hiranyakashipu. он почувствовал признаки жизни, доносившиеся из какого-то конкретного места муравейники, помыслы. Наверняка там Хираньякашипу. He took the water from his kamandalu and he poured it on Hiranyakashipu's body, and Hiranyakashipu's body was completely revived. Он спрыснул водой из своего команду эти кости Хираньякашипу, и тело Хираньякашипу снова вернулось к жизни. Hiranyakashipu asked for prayers to Lord Brahma, Хираньякашипу вознес молитву Господу Брахме. and then he asked him for fulfillment of his desires. И затем попросил об исполнении своих желаний. We all know what they are. Most of us know. Мы знаем, большинство из нас знает, о чем попросил Хираньякашипу. He wanted the benediction that he not be killed by any living entity that Brahma created. Он хотел благословения Господа Брахмы, чтобы убить его не смогло ни одно из сотворенных живых существ Господа Брахмы. Not by any man or beast. Ни человеком, ни зверем. Not by any demigod or human being. Ни полубогом, ни обычным живым существом, человеком. Not by any weapon. Ни оружием. Not during the day nor during the night. Ни днем, ни ночью. Not on land, not in the water. Ни на суше, ни в воде. Not inside or outside. Ни снаружи, ни внутри. He figured that he would trap Lord Brahma to give him a benediction, which would have to mean that he couldn't be killed under any circumstance. И он так рассчитывал загнать Господа Брахму в угол и вынудить его дать ему благословение, которое в принципе будет эквивалентно обретению бессмертия. And under the circumstances, Lord Brahma fulfilled his wishes. И в этих условиях Господу Брахме пришлось выполнить желание Хираньякашипу. Although later Krishna told Lord Brahma, please don't give any benedictions like that again. Однако позднее Господь Кришна сказал Господу Брахме, пожалуйста, такие благословения больше никому не давай. So much harm you caused to your devotee. Потому что ты таким образом обрек преданного, моего преданного на очень большое неудобство. So Hiranyakashipu, as we know, he got that benediction and he thought, I'm immortal. И когда Хираньякашипу получил все эти благословения, подумал, ну вот я бессмертен. But therefore, when he attempted to kill his own son, Поэтому, когда он попытался убить своего собственного сына, because the Lord also has to protect his devotee, Господь должен был защищать своего преданного.
The only way he could kill Hiranyakashipu and uphold Lord Brahma's statement was to kill him the way he did it. Единственным способом, которым Господь мог убить Хираньякашипу и при этом сохранить обещание Господа Брахмы, был способ, которым он его убил. And he also had to uphold Prahlad's statement. И он также должен был сохранить в силе или поддержать, показать правдивыми What was Prahlad's statement? слова и Прохлады Махараджа. Что сказал Прохлада? Hiranyakashipu said to Prahlad, Prahlad, tell me, I'm so powerful, but you are always seem to be taking shelter of a power that's greater than I am. How is it possible? И он сказал: Прохлад, я очень могущественный, но ты, похоже, черпаешь свои силы в источнике, превосходящие мое могущество. Так, а где же источник этой силы твоей? Where are you getting the strength to defy the power of your father? Откуда ты берешь, черпаешь силы, которые позволяют тебе противостоять могуществу своего отца? Prahlad said, I'm getting the strength from the same place you're getting your strength, only I know it and you don't. Он сказал: на самом деле я черпаю свои силы в том же самом источнике, в котором ты черпаешь свои, просто я знаю об этом, а ты не знаешь. Very frustrating for Hiranyakashipu. That was it. Хираньякашипу, для него это было вообще очень сильно. The word you're speaking are speaking from a person who's about to die. И он сказал Прохладе Махараджу: ты говоришь, как будто источник, как человек, который стоит на пороге смерти. Tell me, where is your God now? You're about to die. Вот ты сейчас умрешь, скажи, где твой Бог? Is he in this pillar? В этой колонии? You think he's in this pillar? Думаешь, он там, в этой колонии? Prahlad said, yes. Да, колония. He is everywhere. Он везде. So, therefore, Lord Nrsimhadeva had to fulfill this Prahlad's statement also. И Нрисимхадев также должен был держать слова Прохлады. He could have run in through the front door of the palace. Он мог бы вбежать в парадный вход дворца, например. He could have come in any way he wanted. Он мог бы появиться откуда хотел, откуда он пожелал бы. But to uphold Prahlad's statement, чтобы сдержать слова Прохлады, took birth in a pillar. Он родился в колонии. That's how he appeared. Так он явился из колонны. So as Hiranyakashipu was about to kill his son, Lord Nrsimhadeva appeared. Когда Хираньякашипу был уже готов убить своего сына Прохлады, появился Нрисимхадев. And as we know, a fight ensued. И затем завязалась схватка между ними. They began fighting and appeared like at some point that Hiranyakashipu was getting the upper hand. И казалось иногда, что Хираньякашипу в этой схватке между ним и Господом берет вверх. But it was simply Lord Nrsimhadeva making a very nice drama for his devotees. Ну, это просто Нрисимхадев хотел так очень интересный, увлекательный спектакль, постановку сделать для своих преданных. Give it some more action. Чтобы было больше какого-то... Rather just coming in and just... Экшена. Чтобы было больше действий, каких-то таких схваток, захватывающих дух, чтобы было больше... He wanted a good fight. Интересно, в конце концов, ему хотелось сразиться... That's what he came for. He wanted to have a good fight. Ему хотелось по-настоящему с кем-то сразиться. So what kind of a good fight is if he simply appeared and just took his head off? There's no fight. Появляется сразу первым же движением, отрывает голову Хираньякашипу. Даже подраться толком не успели. So we let Hiranyakashipu think that he was winning sometimes. Иногда Хираньякашипу думал, что он побеждает. Hiranyakashipu would hold him in his grasp. Хираньякашипу хватал Господа и держал его в своих объятиях. And everybody, oh no, what's happening? Полубоги хватались сразу за голову. Что там происходит вообще? It's the Lord just simply increasing the pleasure of his devotees. Господь просто продолжает радовать своих преданных. But then ultimately, we know how he ended the whole affair. В конце концов, к чему все привело это? He didn't use any weapon. Как закончился это? He didn't do it on the land or sea, but he did it on his lap. Он не прибег к помощи какого-либо оружия, он не сделал это ни на земле, ни на море, а на своих коленях. And he used his nails. Использовал свои ногти. They're not any weapons. Ногти это никакое не оружие. Like chisels against the stone of Hiranyakashipu. На резцы, которые этими резцами камнеподобной груди Хираньякашипу Bifurcated his body and killed him. Разорвал наполовину это тело Хираньякашипу и уничтожил его. And therefore he appeared as a half man, half lion. Поэтому он явился как получеловек, полулев. Because he was neither man nor beast. Потому что он был ни человеком, ни зверем. He was not any ordinary being. He was not a demigod, a human being. Не был ни человеком, ни полубогом, ни обычным живым существом. In this way, he proves that nobody can become
happy forever in this material world. И тем самым показал, что никому счастье в материальном мире рассчитывать не стоит. Even if you become as powerful as Hiranyakashipu. Если обретете могущество, сопоставимо с могуществом But he also Хираньякашипу. proved true the statement of his devotee. Но также доказал правдивость слов своих преданных. That you declare it boldly that my devotee will always be protected, never be vanquished. Смело заяви всему миру, что мой преданный никогда не погибнет. This is the Lord's pastime. Это игра Господа. This is how he enjoys. Вот так он наслаждается. He doesn't have to do it. Он не должен делать это. He likes to do it. Ему нравится. And he has as many appearances and many incarnations as there are species of life. И он является в таком же количестве воплощений, сколько видов жизни существует в этой вселенной. And they all fulfill the same purpose. Все они служат одной и той же цели. To protect his devotees, annihilate the non-devotees. Защищать своих преданных и уничтожать злодеев. Of course, sometimes the Lord comes in a form like Lord Chaitanya. He comes not to annihilate the devotees, and the demons, excuse me. Непреданных. Иногда Господь, конечно же, является в таком облике, как Господь Чайтанья, который приходит для того, чтобы уничтожать непреданных. When Lord Chaitanya appeared, he did not carry any weapons. Когда Господь Чайтанья явился, он не принес с собой никакого оружия. Because he didn't come to kill any demons. Он пришел безоружным, потому что пришел не убивать демонов. He came to kill the demoniac mentality. Он пришел, чтобы убить демоническое умонастроение человека. But still, even though he came to kill the demoniac mentality, Хотя он пришел, чтобы уничтожить демоническое настроение в сердцах людей. sometimes he also revealed how he was Lord Nrисимхадева. Иногда даже Господь Чайтанья являлся в облике Нрисимхадева. Just like one time, was it Murari Gupta? Когда Мурари Гупта однажды, They were chanting prayers, the Purusha Shukta prayers. они молились, Господу вознося молитву Пуруша Сукта. And when all the prayers were being recited, when they came upon the name of Lord Nrsimha, И когда, продолжая перечислять имена Господа, они подошли к имени Господа Нрисимхи. when Lord Chaitanya heard Nrsimha's name, he immediately jumped up and, in a very fearsome way. Когда Господь до слуха Господа Чайтаньи донеслось имя Господа Нрисимхадева, то Господь вскочил, наводя этим ужас на всех. And he picked up a club and he began running around. И он подхватил палец и стал бегать повсюду. And when everybody saw that ferocious appearance, like everyone began to run in fear. И когда все увидели эту страшную свирепую форму Господа, его проявление, все стали избегаться в страхе от него. But then what happened was that the Lord realized what he was doing. Но потом Господь понял, что он делает, He became very embarrassed. и ему стало очень стыдно. And he went back before, was it Murari or might have been Srivas? One or the other, Srivas. Шивас или Мурари? Шивас. He apologized for his behavior. Он подошел к нему и стал извиняться за свое поведение. So he also, although he is the original Supreme Personality of God, he also manifests himself as Nrsimha sometimes. Таким образом, хотя Господь сам является изначальной личностью Бога, также Господь Чайтанья, он также проявляет себя как Нрисимхадев время от времени. But he didn't kill. Но он никого не убил. He simply came to kill the demoniac Он mentality. никого не убил, он пришел, чтобы убить, уничтожить демоническое Just like when настроение. he became angry at Jagai, Madhai, he invoked his Sudarshan chakra, but he didn't kill. Когда он разгневался на Джагай Мадхай, то он уже призвал сюда чакру, но он не убил их. By the mercy of Lord Nityananda, he simply killed the demoniac По mentality. милости Господа Нитьянанды, который молил Господа, он просто уничтожил демоническое настроение. Anyways, the Lord appears in unlimited manifestations, unlimited forms. Да, Господь является в бесконечных воплощениях и образах. And today, we are remembering his appearance as Lord Nrsimhadeva, Сегодня мы вспоминаем о нем, как о Господе Нрисимхе, who appeared to fulfill so many purposes simultaneously который пришел для того, чтобы одновременно выполнить очень много разных целей. for the eternal benefit of his devotees, Ради вечного блага своих преданных. to protect them and to bring his devotees closer to him. Чтобы защитить своих преданных и привести их ближе к себе. Anybody who remembers the Lord's pastimes on this auspicious day, И каждый, кто вспоминает игры Господа в этот благоприятный день, simply by remembering them, simply by hearing about them, simply by speaking about them, просто памятуя о них, слушая о них или пересказывая другим, then our consciousness also becomes purified, transcendental. очищает свое сознание, делает его трансцендентным. And therefore the Lord is benedicting us, even us, so many years later. И таким образом Господь
так много лет спустя дает благословение даже нам сейчас. by manifesting these pastimes here in this world for our benefit. Являя эти игры в этом мире ради нашего блага. And anyone who hears them with faith Каждый, кто слушает об этих говорит с верой and understands the purpose of the Lord. и понимает цель, ради которой Господь является, Janma kamata me divyam evam yoveti tattvatat yaktva deham punajama naitimam. Yes. One who understands the transcendental nature of my appearance and my activities in this world, в этом стихе Кришна говорит, что каждый, кто понимает трансцендентную правду моих деяний, явления в этом мире, he never has to take his birth again, никогда больше не будет вынужден родиться снова. but he attains my eternal abode. Он достигает моей вечной обители. Simply by understanding the Lord's purpose and why he comes. Просто понимая, ради чего Господь является и чего Он хочет достичь в этом мире. And having faith in his pastimes, И имея веру в Его игры, we can achieve this destination in this life. мы можем получить обрести в этой же жизни, можем обрести это высшее предназначение. That is his mercy, that is his kindness, Высшая цель в этом заключается в милости и доброта. that is what Nrисимхадева. Это Нрисимхадева. I think it's time to stop. Здесь мы должны закончить. Thank you very much. Hare Krishna. Харе Кришна. I think we're supposed to have kirtan. Is it? Is it possible? Возможно, Тихо. So Maha mini kirtan. маленький киртан.